На улице уже март месяц, а значит пришло время смотреть, сколько стоят продукты и техника в Аргентине. И сегодня мы пойдем в магазин Jumbo. Это огромный гипермаркет по типу американского Walmart. А перед просмотром не забудь поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, из какого города смотришь ты и собираешься ли ты переезжать в Аргентину. Давайте начнем с техники. 50 дюймов, телевизор Samsung за $1500. Вот 4К Ultra HD за $800. 55 дюймов, в целом даже хорошая цена. А вот Sharp 55 дюймов тоже $700. А вот китайский DLC OLED 75 дюймов $1500. LG-шки уже подороже, $2500, OLED 4К 55 дюймов. NanoCell 65 дюймов 4К будет стоить тоже $1500. Самый дешевый телевизор Samsung 32 дюйма $250. Микроволновки где-то $150-200. Вот самсунговская $300. Холодильники по $2000. Есть дешевле по $1500. Выставочный образец. Вот есть и за $3000 с двумя дверцами. Но есть и дешевые варианты. У нас дома вот такой вот $600. Smart Life стиралка за $500 китайская. 6 килограмм. Вот 8 килограмм уже $800. Ну, тоже китайская. А, нет, это аргентинская. Вот мини-стиралки по $100 самая дешевая. $200. Это аргентинское производство. Тостеры по $50 есть вариантики, даже по $40, по $30. Кофемашины по $40, по $50. Много разных вариантов. Китайские, аргентинские в основном. Аэрогрили по $250. Китайские. Есть $150 от Deo. Сэндвичницы по $15 самые дешевые, но есть и дороже по $30. $40 самый дешевый чайник. Есть чуть-чуть дороже, есть по скидкам по $50. Вот у нас вот такой вот чайник дома, $40. Погружной блендер, самый дешманский Electrolux, $60. Но можно по скидке взять что-то более мощное, хотя 450 ватт тоже не такой мощный, тоже $40. Вот какие-то нормальные железные варианты начинаются от $80, что, конечно, дорого. Но выбор есть. А вот Nescafe Dolce Gusto, конечно, капсульные кофемашины стоят ужасных денег, от $200. Утюг самый дешевый $40. Есть подороже варианты Electrolux за $70. Фены по 70 тысяч песо, это $60. Вот какой-то более-менее мощный $120, но не выглядит он надежным. Опять же, самые дешевые пылесосы от $100. Ну, тоже такое себе, такое. Газовые плиты по $600. Есть варианты подороже, $700. Что-то более приятное на внешний вид. Наушники Lenovo $130. Но есть и китайские аналоги по $80. И даже по 40, по $30. Но не думаю, что они долговечны. Цены на памперсы варьируются. Например, Huggies для новорожденных за $15. А вот большая упаковка на 52 памперса для взрослых детей будет стоить $40. Женские дезодоранты Dove $2. Или вот такой вот антиперспирант за $4. Мужские дезодоранты Axe будут стоить по $2,5, но привычных нам вкусов здесь нету. Есть большие баночки за $3. А Rexona будет стоить $3,5. Огромный выбор говядины, но в среднем хорошее мясо начинается от $7 за килограмм. Прям вкусные стейки, наверное, $10 за килограмм, $12. Вот такое рубленое мясо по $10, чуть меньше, по $9 за килограмм. Полкило $4.
А вот куриная грудка стоит пугающе дорого, $18 за килограмм. В лавках можно найти дешевле. Куриный набор из ножек за $8 килограмм. Готовые курицы гриль по $10 за целую курицу. Она где-то 1,5 килограмма весит. Я вчера брал такую. Ну или можно за чуть больше $10 взять вот такое вот комбо с кока-колой и багетом. Готовые пиццы, только в духовочку закинуть. Вот без мяса за $6. С мясом ближе к $10. Выбор сыра огромный. Вот видите, испанский, немецкий, греческий. Испанские сыры дорогие, по $10 за 200 грамм. Вот местный пармезан по $60 за килограмм. Такой кусочек обойдется в $18. Есть и дешевые аналоги. $1,5 за 100 грамм вот такого вот сыра. Кусочек выйдет на $7. Яйца 30 штук, $6. Выбор всякого мяса огромный. Из Германии. По ценам все доступно. Вот такие вот сосиски будут стоить $15 за килограмм или $7 за вот такую упаковочку. Аргентинский хамон $5,5 за 140 грамм. Замороженные котлеты для бургеров в среднем стоят по $1,5 за 100 грамм. Выбор огромный. Шпинат по $4 за упаковочку полкило. Дешевая упаковка хумуса 230 грамм за чуть больше, чем $2. Протеиновое коровье молоко за $2 1 литр. Батат по $1 за килограмм. Лук тоже $1 за килограмм. Бананы из Эквадора $2 за килограмм. Капуста $2 за килограмм. Морковка $1 за килограмм. Лангустины по $10 за 400 грамм. А вот крабовые палочки $1,5 за 100 грамм. Но вообще выбор морепродуктов здесь большой. Филе лосося $2 за 100 грамм. Чилийская. Ну или вот такую рыбу можно взять. Консервированный тунец за $1 120 грамм. Банка огурцов будет стоить $7, 1,5 килограмма в ней. Маринованные грибы $2,5 за 220 грамм. Зеленый горошек меньше $1 за баночку 300 грамм. Лапша рамен $1,5 за 85 грамм. Макароны где-то $1 за 500 грамм. Есть дешевле, есть дороже. Вот эти вот вкусные мы берем. Майонез по $1,5 за большую упаковку, либо по $1 за маленькую. Масло подсолнечное $2 за 900 миллилитров. Гигантская упаковка Lay's за чуть больше, чем $5,5. Со сладким тут нет проблем вообще. В среднем $1,5 за 100 грамм любая сладость. Конфеты Рафаэлло $5 за 100 грамм. Конфеты Ferrero Rocher $18 за такую вот упаковочку из 24 конфет. Вкусные бессахарные газировки Краш $1,5 за 2,25 бутылку. Огромный выбор водки Смирнов по $6,5 за 0,7. Пиво Амстел $1,5 за баночку 0,5. Вина от $3 за бутылку. На любой вкус: белое, красное, сухое, сладкое, все есть. Бутылированная вода 50 центов за литр выходит в среднем. А вот таблетки для посудомойки обойдутся вам в копеечку. $15 за 30 таблеток. Ну и посудомоек тут почти нету нигде. Стиральный порошок $5 за 3 литра. Туалетная бумага довольно дорогая. Она здесь двухслойная в основном. Стоит $3 за упаковку 4 рулона. Ну а моя закупка получилась на $17. Давайте посмотрим, что же удалось мне купить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И увидимся в следующем выпуске из Аргентины. А также можете писать в комментарии поздравления. У меня родился сын.